поддержка пятиспутниковой навигации, построение карт, защита от влаги по стандарту 10 атмосфер, стильный спортивный дизайн, тренировки с умным тренером ZEP, время автономной работы до 16 суток на одном заряде аккумулятора, подключение внешних спортивных устройств, отслеживание пульса, СПО2, уровня стресса, мониторинг сна, и, как вы уже поняли, обо всем этом и не только можно прочесть в рекламе к смарт-часам под названием Xiaomi Amazfit Active Edge. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 8 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на канал с колоколом. Заранее огромное спасибо за просмотр. Полетели. Распаковка. Поставляется данная модель в белой коробке из плотного картона и с изображением смарт-часов, названием модели и основными фишками. Упаковано все неплохо, запаха химии нет, а в комплекте мы имеем сами смарт-часы с ремешком, краткое руководство пользователя и зарядное устройство с двумя пинами. Active Edge весят 54 грамма, а габариты смарт-часов небольшие. Все видите сами на экране. Xiaomi Amazfit Active Edge поставляется в 3 вариантах расцветки. Дизайн смарт-часов с уклоном в спорт. Корпус смарт-часов выполнен из пластика, материалы тактильно приятные и довольно прочные. Но за данную стоимость ожидаешь более топовых материалов. Откровенно, особенно после всяких Huawei. Собранный Active Edge неплохо, стоковый ремешок полупрозрачный, по качеству он хороший. Ширина ремешка 22 мм, но, к сожалению, он не быстросъемный. Охват запястья от 140 до 205 мм, а застежка пластмассовая, выполнена в классическом формате. Корпус не марки, да и потертости за время моего использования на корпусе не появились. Смарт-часы при носке не мешаются, как и во время сна. Далее, на корпусе расположили 2 контакта для зарядки и датчики мониторинга здоровья, такие как биометрический датчик PPG биотрекер, акселерометр, гироскоп и 5-системное спутниковое позиционирование. Динамика и микрофона нет, но смарт-часы имеют влагозащиту по стандарту 10 атмосфер. Конечно же, я протестировал их, окунув в воду, по итогу с ними все в порядке, что и стоило ожидать. В принципе, ни одни часы у меня не тонули во время тестов. Тонул только iPhone 14 Pro, но его реанимировали. И Samsung Z5 Flip, который не реанимировали. Если говорить про часы, данный стандарт защиты позволяет нырять до 100 метров на глубину, но вот в сауну или баню я бы с ними не стал ходить. Летим дальше. Для управления, кроме сенсорного экрана, предоставили 4 механические кнопки. Верхняя кнопка над правым торце отвечает за переход к тренировкам, а зажатием можно выключить или перезагрузить устройство. Переназначить команду для быстрого перехода возможность есть, но только на одной кнопке. Нижняя кнопка предназначена для перехода в меню и возврат. Остальными 2 кнопками можно перемещаться по интерфейсу вверх и вниз. Летим дальше. Оснащены смарт-часы TFT-дисплеем на 1,32 дюйма с разрешением 360 на 360 пикселей и плотностью пикселей в 277 ppi. Экран плоский и слегка утоплен, плюс рамка небольшая. Но опять же, за данную стоимость ни AMOLED-экран, не лучшая идея. Операционная система ZEP OS версии 2.1, интерфейс доступен на русском языке, перевод в целом корректный. Скроллинг плавный и перемещаться по интерфейсу удобно, но сенсорный отклик у экрана плохой. Яркость экрана, по моим замерам, 495 люксов, экран не из ярких, да и запаса яркости нет. Конечно, пользоваться смарт-часами в солнечный день можно, но не всегда удобно. Автояркости на борту нет, автовыключение экрана можно настроить максимум до 30 секунд, а функцию «Постоянно включенный экран» максимум до 20 минут. Функция поднятия запястья для активации экрана срабатывает довольно быстро, накрытие ладонью для выключения экрана, как и функция для включения экрана тапом на борту, и срабатывают они хорошо. Далее, с главного экрана по свайпам сверху вниз. Это панель быстрого доступа, в которой есть режим «Не беспокоить», режим в театре, режим экономии энергии, фонарик, регулировка яркости, заряд аккумулятора в процентах, блокировка, поиск смартфона и не только. К слову, панель быстрого доступа можно редактировать снизу вверх. Это карточки быстрого доступа, которые можно персонализировать. Слева направо уведомления, а справа налево меню. Сортировать меню можно, за что отдельный плюс. В меню мы имеем погоду с подробным прогнозом, будильник, который можно завести прямо со смарт-часов, календарь, приложение с бонусными карточками, солнце и луна, женское здоровье, список дел, заводной таймер, мировое время, секундомер и таймер с возможностью работать в фоновом режиме. Кто не подписался, кстати, не забудьте подписаться на канал. С колоколом. Заранее огромное спасибо. Столько обзоров на часов нет ни у кого, тем более таких подробных. Далее есть музыкальный плеер для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне. Загружать на смарт-часы музыку нельзя, но можно устанавливать доступные приложения, которые находятся в приложении ZEP во вкладке App Store. Приложений там достаточно, есть мини-игры, развивающие приложения и не только. Но вот сторонние приложения установить нет возможности. В настройках на смарт-часах можно обнаружить настройку вибромотора, к слову, он топорный, но довольно мощный, а в приложении можно создать свою вибрацию. Bluetooth старой версии 5.2, подключить внешние Bluetooth устройства, такие как наушники или Bluetooth колонку, возможности нет, но можно подключить нагрудный датчик. В моем случае Polar H10 подключается без проблем, и за это огромное спасибо и огромный плюс
плюс данным часам. Что касается спортивного софта. Спортивных режимов на борту более 130 видов. Из интересного есть тренер ZEP, расширение для бега, к примеру, интеллектуальная коррекция траектории, режим бега по треку и не только. Плюс есть автоматическое распознавание до 25 упражнений и до 7 видов спорта. Отслеживание плавания, различные настройки для тренировок, отслеживание повторений сетов, шаблоны для тренировок и встроенная GPS-навигация. Местоположение смарт-часа определяют не совсем быстро, но и недолго, около 15 секунд. Карты строятся довольно точно. Отклонение в маршруте есть, но незначительное. К слову, на 100 шагов часы добавляют плюс-минус еще 2 шага. Удобно, что можно управлять музыкой во время тренировки, загружать маршруты на смарт-часы, использовать функции возврата по прямой или обратный маршрут, просматривать статус тренировок с восстановлением и VO2 Max, но вот тренировки не работают в фоновом режиме, за что отдельный минус. Но, правда, мы редко это встречаем. Пульсометр работает в автоматическом режиме с интервалом 1, 5, 10 и 30 минут. Измерение уровня кислорода в крови работает также в автомате, как и измерение уровня стресса. Вручную измерять все эти показатели можно, плюс есть функция измерения одним касанием. Пульс у воздуха часы не измеряют, как и у различных предметов. Результаты измерения имеют небольшую погрешность, но в целом мониторинг здоровья корректный. Сон мониторит хорошо, как и все фазы сна, короткий дневной сон, плюс есть мониторинг за качеством дыхания во время сна. Также можно обнаружить вычисление ПАИ, активность, дыхательные тренировки и напоминания. Плюс за то, что на смарт-часах отображаются информативные графики, есть возможность настроить мониторинг за состоянием здоровья через сами смарт-часы. Далее, при входящем вызове со смарт-часов можно сбросить вызов или воспользоваться быстрыми ответами, которые можно добавить и персонализировать в приложении. Уведомления приходят моментально, иконки отображаются, а вот смайлики не все. Отвечать на уведомления можно смайликами или быстрыми ответами. Емкость аккумулятора 370 мАч, полный цикл зарядки занял 1 час 38 минут. 100% заряда в обыкновенном сценарии использования с 1 часовой тренировкой в день вам хватит на 6-7 суток. Время автономной работы в целом хорошее. Далее, Xiaomi Amazfit Active Edge работают в паре с приложением ZEP. На главном экране в приложении мы имеем 4 вкладки. На первой вкладке отображается весь мониторинг вашего здоровья, активности не только. Вторая вкладка — это мониторинг сна, третья вкладка — это тренировки, а последняя — это профиль, в котором находится настройка тренера ZEP и устройства. На стартовой странице со смарт-часами у нас здесь заряд аккумулятора в процентах, настройка мониторинга здоровья, настройка звонков и уведомлений, магазин с циферблатами. Удобно, что можно установить любую фотографию на заставку или установить кликабельные циферблаты и персонализированные. Далее есть магазин с приложениями, настройка смарт-часов, настройка функции разблокировки смартфона рядом со смарт-часами и функции утренние новости. Опять же, практически все это можно настроить и прямо со смарт-часов. Теперь к самому главному. Минусы. Bluetooth-кнопка только в паре со смартфонами на iOS работает. Нет возможности повесить на остальные кнопки дополнительные команды. Нет динамика и нет микрофона. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок. Там, для примера, Poco X6 Pro когда-то был 24, Poco X6 за 19. Новиночки. Сейчас курс ушел чуть-чуть вверх, но еще ближайшие 4 дня на Poco будут распродажи. Плюс напоминаю, что на Али по 2 недели в месяц распродажи, еще и middle sale и всегда много всего интересного. Мой личный телеграм-канал, где мы общаемся по поводу всех этих железок до, после и во время обзоров. И телеграм-канал взаимопомощи, где 17 тысяч пользователей делятся друг с другом мнением. Хотите что-то выбрать, сформулируйте ТЗ и вам посоветуют. Резюмирую. Xiaomi Amazfit Active Edge — интересные смарт-часы. Они хороши для тех, кто просто поддерживает здоровый образ жизни, но не для профессионалов. Сами смарт-часы выполнены из прочных материалов, так что экстремальные виды спорта не должны их моментально отправлять на помойку. Система удобная, понятная и работает без каких-либо подвисаний. Но, как по мне, цена за эту модель прям завышена, так как, учитывая стоимость, я ожидал чего-то большего. И те же Huawei Watch GT3 или Amazfit GT3, и еще много всего, по большому счету, будут выполнять те же функции, выглядеть они будут так же неплохо, только выйдут вам дешевле. Так что, если вы хотите эту штуку, ждите распродаж, либо когда эта модель перестанет быть супер актуальной, как сегодня. От меня девайсу однозначное да, подписывайтесь на канал с колоколом. Интересно ли вам Vivo Watch 3, допустим, который я тоже купил, пишем в комментариях. Повторяюсь, от меня девайсу скромное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.